Бывают пары, которыми бесконечно любуешься. Не какие-нибудь звездные из телевизора, а самые обычные Вася и Оля из жизни. Как они находят друг друга? Когда мы любуемся какой-то парой, я вам скажу тоже, у меня есть, кстати, пара, которой я любуюсь, причем не одна, мы с мужем ей любуемся, это наши знакомые, и мы с мужем прям проговариваем, что в каком-то смысле эта пара для нас эталон. Мы бы тоже так хотели, они еще намного старше нас, и мы вот думаем, что вот классно бы в старости тоже вот так относиться друг к другу. И у вас есть какая-то пара, которой вы любуетесь, и у другого человека, скорее всего, есть какой-то такой образ, он увидел. Но самое интересное здесь будет то, что, поверьте, если мы с вами сравним наши пары и там еще людей возьмем, посравниваем, то окажется, что любуемся мы совершенно разным. Нас привлекает разное. Поэтому здесь важно заметить, что то, чем любуетесь вы, это не то, чем буду любоваться, возможно, я или кто-то еще. Это что-то, что вы заметили и чего вам, скорее всего, немножко не хватает и очень хочется, чтобы было так у себя. Как они находят друг друга? Здесь я хочу обратить ваше внимание, что если мыслить с точки зрения просто, что так совпало, что два человека просто сошлись в пару, и они изначально какие-то, видимо, очень подходящие друг другу. Их задача была просто встретить друг друга, вот они вместе, они много лет вместе, и они вот такая пара, что я ими любуюсь, то это не совсем реальность жизни. Поверьте, в этой паре люди чего-то еще очень много делают, да, чтобы быть такими. И мы хотим все знать этот секрет. Что же такое они делают? Здесь нет одного единого варианта. Здесь есть вариантов несколько, и даже я, возможно, сейчас знаю не все. Но знаю самые часто встречающиеся сценарии, потому что имею с этим дело в работе. Чтобы пара людей, которые совпали, вот так спустя много лет были теми, кем могут другие любоваться, вряд ли кто-то скандалами, ссорами любуется, по-любому мы любуемся чем-то хорошим. Важно, чтобы эти люди, когда они приходят в точки кризиса в отношениях, а в каждых абсолютно отношениях есть точки кризиса, абсолютно в каждых. И вот дальше зависит от того, как эти люди проживают этот кризис. Если они оба направлены на сохранение отношений, на поиск ответов, решений, то они проживают эти кризисы, переходят в какую-то новую волну на подъем и дальше. Спад, подъем, есть долгая плата, когда все ровненько, стабильненько, одинаково. Кризисы эти в отношениях у пар разные, просто потому что мы все очень разные. То есть, как они друг друга находят? Это просто люди, которые однажды друг в друга влюбились. Точно так же, как какие-то другие люди, как когда-то влюбились, через год поругались, обвинили друг друга в том, что там ты плохой, ты плохая, хлопнули дверью и ушли. Начало этих отношений абсолютно одинаково. Они влюбились в друг друга, тела среагировали химией, их ДНК внутри так считала природа, что вот тот мужчина для меня подходящий самец, чтобы мы родили хорошее потомство с точки зрения генетики. Тело забурлило, у всех начинается одинаково. И дальше есть точки кризиса отношений. И вот секрет быть в паре такой, как вы сегодня любуетесь, как вам бы хотелось, это однажды влюбившись в мужчину, строить с ним отношения так, чтобы в точках кризиса сохранять вот этот внутренний интерес. А что с тобой происходит? А почему мы сейчас не можем договориться? А почему ты чувствуешь по-другому? А как бы мне залезть тебе в голову и понять, что ты хочешь? При этом не теряя себя. Слушай, я, конечно, хочу залезть тебе в голову и понять, что с тобой происходит, но ты знаешь, мои потребности мне важны. Я вот защищать свое параллельно все равно буду. Это навык строить отношения. Давайте учиться ему на этом канале. Оставайтесь с нами. Поэтому это доступно абсолютно всем. Это не какая-то удача встретить такого человека. Нет. Это заслуга людей. Это их
осознанное действие. Но иногда есть такие частые исключения, где мы можем смотреть со стороны и восхищаться людьми, но я не рекомендую повторять то, что они делают. Что они делают? Они живут по принципу такой мудрой жизненной фразы, но которая ведет к несчастью. Звучит она так: отношения длятся столько, сколько женщина терпит. Да, это реальность жизни. Часто бывает именно так. Не повторяйте этого, потому что тот, кто терпит, это сразу же проигрывание жертвы, жертвенность, такое рабство. Я отдаю себя в служение этим отношениям. Я забываю про то, что я хочу. Я несчастный, я трачу все силы на тебя. То есть это путь в никуда. Но иногда мы можем любоваться теми отношениями, где на самом деле чаще всего женщина, иногда, может быть, мужчина просто терпит что-то, а может быть, оба терпят друг друга.